Я приветствую вас, нефалемы! Сегодня в этом информационном видео я с вами поделюсь новостями об отчете Blizzard о Diablo 4. И он реально оказался мощным, ведь там показали прокачанную боевую систему, древо Парагона, анимацию персонажей, оружие и куча всего другого. Поэтому я постараюсь подробно описать вам нужные и важные аспекты, для того, чтобы вы в будущем знали, как и что работает. Let's go! Как стало известно, в Diablo 4 вернутся свойства предметов, повышающие уровень имеющихся умений и открывающие доступ к еще не разблокированным. Это позволит опробовать навык, не тратя на него очки. Если игрок воспользуется предметом с улучшением умения, которое персонаж еще не изучил, он сразу получит к нему доступ. Это отличная возможность опробовать новое умение, не тратя на него очки. Получив удачный трофей и открыв нужное умение на 10 уровней раньше, вы значительно усилите своего персонажа. Ребята, вот это нововведение я считаю имбой. Это то, что, к примеру, из легендарной шмотки можно будет извлекать легендарное свойство и переносить в желаемую экипировку. Вот как раз этого мне сейчас и не хватает в Diablo 3. Помогать в этом будет оккультист, который может извлечь легендарное свойство из легендарного предмета, превращая свойство в кристаллизированную сущность и уничтожая предмет. Эту сущность можно поместить в другой легендарный предмет, заменив его прежнее свойство. Сущность является материалом, так что ее можно использовать и позже. Изменить таким образом уникальные предметы будет невозможно. Это бы противоречило их идее и названию, лишая их неповторимости. Кроме того, в ходе путешествий герой повстречает самых разных противников и монстров. Каждый монстр предпочитает собирать предметы определенного типа, и убив этого противника, вы скорее всего получите именно такие предметы. Бандитам нравятся булавы, арбалеты и обувь, а если вы ищете ножную броню, попробуйте убить несколько утопших. Что касается системы прогресса, разрабы прислушались к критике игроков, которые сказали, что не только предметы должны апать мощь персонажей, но и сам персонаж должен как-то развиваться. Поэтому они ввели таблицу совершенствования, которая, кстати, мне напомнила таблицу как из PoE. Но да ладно, давайте разбираться. Таблица совершенствования. Она открывается для каждого класса на 50 уровне и должна значительно расширить разнообразие выбора при усилении героя. Приведенная иллюстрация содержит множество разных элементов. Мы не будем вдаваться в подробности, так как это реально займет много времени. Могу только сказать, что набирая опыт, персонаж сможет заработать очки совершенствования. Их можно потратить, чтобы открыть смежную ячейку. Также я хочу отметить разные типы ячеек. Обычные, магические, редкие, легендарные и гнезда для глифов, которые дают положительные эффекты в определенном радиусе. Но на самом деле те, кто играли в PoE и другие Diablo подобные игры, смогут в будущем легко разобраться с такой системой. Ну и мои нефалемы, давайте приступим к самому вкусненькому, а именно графические эффекты и улучшенная боевая система, которая сводит с ума такой реалистичностью и красотой картинки. Чтобы сделать бои в игре более увлекательными, Близы улучшили элементы механики, связанные с нанесением урона. В предыдущих играх серии Diablo умения с уроном по области и умения ближнего боя наносили урон в определенной зоне на определенном кадре анимации. Разрабы, отвечающие за игровой процесс, разработали систему, позволяющую обозначить область попадания умения в виде нескольких кадров анимации. Возьмем, к примеру, умение Вихрь. В Diablo 3 варвара окружала область попадания в виде цилиндра, наносящая урон раз в пару кадров с частотой, зависящей от параметра скорости атаки. В Diablo 4 эта анимированная фигура похожа на круговую диаграмму без одного сектора и движущаяся вместе с персонажем. Во время воспроизведения анимации область урона расширяется, а удары в ближнем бою совпадают с движением оружия. Анимированные области попадания делают нанесение урона в Diablo 4 более точным, удары более увесистыми, а смерти противников более зрелищными. Своевременное применение умений также приобретает большую значимость. В этом видео я показываю пример эффекта огня и яда с разными видами оружия. Насыщенность графического эффекта умения будет увеличиваться при повышении уровня и использовании предметов, повышающих эффективность. Развитие персонажа таким образом влияет не только на его характеристики, но и на внешний вид. И все это реально выглядит круто, правда. Но все задаются вопросом, когда же выйдет Diablo 4? Но здесь, ребят, могу только сказать одно: не раньше 2023 года. Ведь все связано с аспектами и проблемами, которые сейчас переживает компания. Кстати, о которых мы рассказывали в предыдущих роликах.
Поэтому переходите, не стесняйтесь. На данный момент мы сейчас имеем классный, очень крутой геймплей. И я хочу, чтобы вы со мной сейчас этим насладились без комментариев. Так как, ребят, когда я это посмотрел, я просто погрузился в эту атмосферу и я охренел.